Ты у нас просто молодец, девочка наша. Покажись. Саманта. Ты просто молодец, моя девочка. Да, моя умничка. Мы идем к врачу. Короче, ночью она нормально спала, но под утро начала кашлять. Мы проснулись от кашля в 6:20. Ну и решили быстренько собраться, пойти к врачу. Это будет у нас первое посещение к педиатру без записи. Посмотрим, что скажут, что получится. Уже время 8 утра, они в 8 открываются. А вообще, как в этой Германии происходит? Я не понимаю. Если нету записи, и вот в данном случае ребенок заболел, и нужно пойти к педиатру, что они там скажут? Уходите, вот вам там термин, это тот же самый очередь, придете по записи. Вообще без понятия, что сейчас будет, если честно. Я думаю, не так уж и все печально. Они должны все-таки сказать, что раз так ребенок заболел, там вне очереди мы можем принять. Хотя всякое тут может быть. Могут отправить к дежурному врачу. Дежурному врачу? Где и взрослые, и дети, все больные сидят. Вот там вечером. Она же маленькая, это же не для маленьких. Ладно, сейчас уже дойдем, минут 5, и уже прям, да, закрывай. На, Солнце, пап, солнце. закрывай, мы забыли. Хотя солнце вообще не на нее, просто муха. Подержи. Держи. Как ты там, моя девочка, хорошо? Да, такая кашель была, хриплая. Видно, что после болезни у нее там какие-то остатки. Днем вчера она кашлянула, кстати, всего лишь там 5 раз, я считал. А ночью спокойно спала. Именно утром начала кашлять и встала от этого. И прям не несколько раз, а много раз. Короче, сейчас будем там... Не могла успокоиться и заснуть дальше. Сейчас дойдем и там уже посмотрим, что скажут. Так, мы зашли к педиатру. И нам назначили время. Сказали, сейчас очень много детей. Приходите сегодня попозже. 11:20. Это уже очень хорошо. Очень радует, что нас сегодня примут. Так-то очень классно, что нас позвали. У меня не было надежд. Я думал, что они сейчас скажут, нету места и делайте, что хотите. Там, даже не можем ничего посоветовать. Можем сказать, что у нас есть свободные врачи какие-то в другом месте, идите к ним. Но нам сказали, что можете прийти в 8:30. Ой, не 8:30. Вы пришли очень рано, сейчас время 8:30. Приходите, как я сказал, 11:20. Не ждите тут, чтобы ребенок, не дай бог, еще подцепил или кого-то заразил. Идите домой, придете в 11:20. Отлично. Прям очень отличная, очень хорошая новость. Очень приятно, очень рад, что так получилось, как говорит моя жена. Не, реально классно, что так получилось. Нам не придется там стоять 3 часа или непонятно сколько. А сейчас мы пойдем домой. Как ни крути, Саманта подышала свежим воздухом. И один момент, который мне нравится, она не кашлянула. Ты головку ложит. Давай, ложи голову. И все. Ты мое счастье. А ну-ка попробуем такое. Утром она так гладила меня. А ну-ка погладь папу. Сделай папе пуш. Не. Давай сядешь, Саманта, ты. Мне так неудобно. Да, сейчас папа тебе даст пряничек. О, пряничек. Сейчас дам пряничек. Где? Сейчас, подожди. Где папа пряничек, скажи? И еще один очень классный момент. Эмоции мы испытали. Сейчас, когда выходили из кабинета педиатра, получается, там на этом этаже несколько кабинетов. В один заходят дети, в другой заходят взрослые. Там дедушки, бабушки. А перед лифтом сейчас... дедушки, бабушки, прям накопление было, там, не знаю, человек 10, наверное, ни много, ни мало. Да, закрываем тебя. И они Саманту увидели, они так отреагировали,
ну, улыбались там, заигрывали с ней, пока лифт пришел. Я прямо испытал сумасшедшие, классные, позитивные эмоции, которые давно не испытывал от того, что кто-то играет с ребенком, восхищается, показывает такую искреннюю, неподкупную любовь, радость. Ну, классно было. Вот этого реально очень сильно не хватает. Я об этом часто говорю, что нам не хватает общения, тепла, дружеских каких-то разговоров. Мы вот такой маленький, когда получаешь, думаешь, классная Германия, остаемся. Сама-то смотри, там детки идут. Ой, там дети идут. Да? Скажи привет, друзья. Вы куда? Помаши им, скажи алло, алло. Алло. Алло, детки. Алло. Алло. Алло, детки. Алло, 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 алло. Со всеми поздоровались. Умничка моя. Бегом домой. Замерзли. Мама вообще там окоченела. Тут 4 градуса всего лишь на улице. 4, понимаете? Она с утра мне говорит, Коп, там холодрыга. Ты знаешь, там какая погода? Я говорю, не, еще не смотрел. А я вообще заснул где-то в 3 часа, проснулся, как уже говорил, в 6. И она говорит, там 4 градуса. Я открыл погоду, смотрю, там, утром 4, и к 9 уже будет 10 градусов. Понимаю, что уйдет на потепление. Это естественно, то, что вот рано утром холодно. Она такая одела куртку, жакет, там, свитер, шапку, все, что можно и нельзя, накинул на себя и вышла. Ты не замерзла? К 9 уже будет 10 градусов. 10 прям. Ты не замерзла? Замерзла. Ребенка я одела тепло, поверь. Ты себя, главное, одевай. Так, у нас попытка 2 сейчас будет. Посмотрим, что у нас получится. Покажи, как она сейчас на цвет лезет. Не, она ключи взяла. На, мама. Ключи мама. А мама, ты одела, да, шапку? Шапку, как мама Покажи, как мама одела. А ну-ка покажись. Ой, какая хорошая. Попа, не прикалывайся тут с нас. Покажись. Мама сейчас поправит шапку, все Вот хорошо так. будет. Ладно, вышли. Иди. Папа. Да, еще и проблема в том, что она у нас в это время спит, а мы сейчас ее к педиатру ведем. Так что пожелайте удачи, напишите в комментариях слова поддержки. Мы в этом сейчас нуждаемся. Пока. Вот тебе нежданчик. Заснула. Первый раз такое. Сейчас будем поднимать ее к педиатру, ждать в очереди и попробовать. Короче, не знаем, что будет. Может, будет капризная, может, будет спокойно. Но это точно нежданчик, то, что заснула. Она просто очень рано заснула, очень рано проснулась. Да, она у нас в коляске просто крайне редко засыпает. Так, наша малышка встала. Сонная, не капризная, спокойная. Поздоровалась, кстати, с медсестрой, улыбнулась, и все должно быть хорошо. Ее и дома немножко подготавливали, что идем к врачу. Сейчас пришли, тут такая типа игрулька докторская для деток. Пытаемся ее как-то подготовить, но она пока что очень противится, не дается. Доктор этим будет слушать, доченька. Она хочет к деткам, и все, а детки там кашляют еще больше. Я так за это переживаю, чтобы мы тут не подхватили еще больше, чем есть. Мы и так, в принципе, здесь это словили. Ты готовишь еду, Самантуль, да? Ты хозяюшка, да, доченька? Ich bin jetzt beim Arzt. Emma,
Все, вышли от врача, Саманта прямо убегает, она очень не полюбила посещение к врачу, очень сильно плакала, но ничего такого нету, короче, чтобы она заплакала. Просто ее врач собирался чуть-чуть трогать, а она очень сильно не хотела, чтобы ее трогали. Нам назначили лекарства, зайду в аптеку, сейчас возьму, прям это рядом. Алло. Так, врач сказал, домой, да, идем? Будешь вести? Да. Врач сказал, у нас никаких инфекций нету, заражен нет. Она сказала, это какой-то вирус. Да, То это есть уже инфекция есть. Я другое хотел сказать. Сказал, легкими все нормально, никаких, не беги, пожалуйста. Никаких серьезных заболеваний у нее нету, так как она очень тяжело переносит осмотр врача. Врач не хочет более стрессу подвергать ребенка и проводить более серьезные тесты. Поэтому она так посмотрела рот, ушки, послушала легкие. Да, это все через слезы, и очень серьезные слезы. То, что мы никогда не видим, она так не воспринимает докторов, уж не могу даже сказать, почему это так получилось. В общем, неважно, получилось так, как есть. И дали нам сироп, который нужно пропить от кашля, от носа, от соплей дали нам штуку, и от температуры еще дали штуку. А что за лекарства и все остальное, Дома чуть я позже. расскажу. Да, потому что мы чуть стрессанули. Стрессовые родители. А что делать? Нормальные родители. Лучшие То, родители. что все там некоторые пишут, типа, мама истеричка, еще что-то. Ребята, это нормальное отношение к ребенку. Мы переживаем, это понятное дело. Все родители переживают за своих детей. А мы чуть больше. Мы так же, как и все. Просто мы ведем блоги, мы это все говорим на всю публику, а так каждый Поэтому ребенок. мы чуть больше. Моя девочка, смотрите, как развлекается. У тебя новая игрушка, да, любимушка? Да? Это же вроде еда. Самантуль. Скажи, пап, я же всем могу играть. Ну, мама такая у тебя, что да. Я к тому, что позволяет все. Еще хочу сказать, друзья, мы нашли бублики. В Германии тоже мамочкам будет полезно. От фирмы Довгань. Такие хорошие, как наши бублики. Сначала их не было нигде. Kinder Fröschung Pakagen. Сушки ванильные, понятно? Ну, состав... Для Вани? Нет. Короче, нормальный состав деткам можно. Продается в Кауфленде, и для зубок, естественно, очень хорошо. Сначала в нашем магазине ближайшем не было, нам надо было ездить там в далекий. А вообще первый раз мне вообще мама с Украины передавала. И мы поняли, что она очень хорошо эту сушку грызет. Ну и теперь мы нашли и знаем, что есть в Кауфленде. А вы спали, да? А? Вы спали? Мы днем поспали, потом пошли 3 часа гуляли. Сэмми бегала, вроде все хорошо. Не Саманта, да? Да. Бегала, играла. Папа твой, да. Папа остался дома, чуть-чуть тоже отдохнул, потому что сегодня был тяжелый и насыщенный денек у нас. Про педиатра я настроюсь чуть-чуть позже расскажу. У меня есть что рассказать, есть одно определенное мнение. Я даже, если честно, с мужем сегодня это еще не обсудила, потому что мы вышли из больницы, и я... Не обсудила, хочет сказать, не поругалась. И я не стала ничего говорить, потому что он там ехал по делам заполнять определенные очередные гору документов. И, короче, я не стала ему ничего не говорить, портить настроение. Все, мы тут, в общем, занимаемся. У нас дела. А я хочу вам рассказать, что за документы я заполнял сегодня. Когда мы вышли от педиатра, я поехал заполнить документы, те, которые нужно мне предъявлять организациям, что? Государство. Организациям или государству. Короче, не знаю, как это вам сказать. ЭКС называется. Ежемесячные отчеты каждые 6 месяцев. И у меня есть налоговый инспектор, который помогает мне это сделать. Короче, я помчался
с ним заполнить эти документы. У нас... сказал, что за документ. Я же сказал. О твоих доходах. Да, что я Ты не сказал? сказал про доходы. Ты все, что хочешь, сказал только... Отчетность о моих доходах. Куда ты убегаешь? Сюда. Она откусывает уже, я не знаю какой. Отчетность о моих доходах. Я каждые 6 месяцев должен эти документы заполнять. И хочу сказать вам, после этого я пошел в ту школу, где я учился немецкому языку, чтобы Танюшку записать в эту школу, узнать, когда следующее начало обучающего курса будет. И, такой инцидент случился, я сейчас вспоминаю и так смеюсь. Не было человека, шефини, так называемый, кто должен записать меня. И я сидел там, ждал. В это время, когда я ожидал, подходит учитель, который мне преподавал. Да, он меня запомнил, я так понимаю, я личность такая, что меня запоминают. И он подходит, со мной здоровается, сядь, пожалуйста, так смешно. И мы стоим, разговариваем, он со мной так поздоровался, спросил, типа, привет, Акоп, чем занимаешься, как дела? Я говорю, что хорошо. Он в конце сказал, о, типа, хорошо, руку потянул, вот так, он потянул вот так. И вместо того, чтобы я так пожал, я вот так сделал. Я не знаю, просто так получилось. Типа брат, да? Да, типа, он так потянул руку, я такой ему говорю, ну подожди. Вот так, и такой хлопок был, он такой удивился, смотрит. Так папа сделал. Чик сделал. Ну и вот такая история была. И да, кстати... Ты хоть ему объяснил, сказал, что ты там случайно? Да нет, он посмеялся. Ну, ему тоже было как-то в прикол это. Я хочу тоже сделать. Иди сюда. Соплечки текут и текут. И новость такая, что я записал Танюшку в школу, в ту, которую я ходил, начало сентября. Если честно скажу, не понял, как так получилось, потому что вот эта шефиня, я зашел, она взяла у меня документы и начала заполнять. И я такой говорю, подождите, я хочу узнать, когда начало следующего курса. Она говорит, а зачем, типа, вот там апрель, придете и все. Я говорю, я хочу понять, потому что у нас там определенные планы. Она говорит, какие планы? Все, уже все готово, ты смотришь за ребенком, твоя жена идет в школу. То есть я им даже не сказал, что у нас там идея такая возникла, что мы хотим сделать так, Саманту отправить в садик, а Танюшку в школу, а я в это время дома буду работать. Она уже как будто знала всю нашу ситуацию, всю нашу историю. Она говорит, ну а что, жена придет сюда, ты останешься с ребенком, будешь записывать видео. Ну, это для меня было чуть удивление, что откуда вы знаете, что я записываю видео. Да, я там личность такая, что меня запоминают, но мою историю тоже, то, что запомнили, для меня было странно. Вот как-то так, короче. Что у тебя? Чуть странно. Ну, прикинь, Мы тут одни блогеры на все это село. Что тут? но мы русскоговорящие блогеры, мы не немцоговорящие, мы не... То мы тут из немцоговорящих и русскоговорящих и вообще любоговорящих одни единственные. Конечно, она запомнила. Ты этому удивился? Да, для меня удивление, что она знает нашу историю. Ой, Может, даже смотрит. Она же такая хорошая женщина. ну да, приятная. Ты с ней там общался, дружил, когда ты там учился? Я со всеми дружу. Ну да, ты там... Саманта, ты что за сальто тут творишь? Может, даже и смотрит, реально. Смотрите. Иди, я тебе кое-что покажу. Сами, я хотела Хочу это личико показать довольное. Иди, довольная. Смотрите, довольное личико. Если она что-то не хочет, то ей вообще все равно, что ты там Да, себе придумал. это прям... Это такой характер. Это прям я однозначно. Пап, бери сопельки. Нет, я сказал, она идет тут пальцем хочет вот так тыкнуть. Что ты там страдаешь? Унитаз? Унитаз у тебя ударили, ты упала. Иди, Это не ты виновата, это унитаз. иди сопли соберу. Иди папа сопельки соберет, а то в рот полетят. Я называю эту девочку маленький Акопик. А вы согласны, что она на меня похожа или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
папа сделал. И не забудьте подписаться. Смотри, папа сделал какую красивую самантульку. Видно? Самантуля. Все, посмотрела, хватит. А ты достала мамин телефон, поэтому так радуешься? Дай, пожалуйста, мамин телефон. Я тебя прошу. Я тебя очень прошу. Вот так, телефон и берет и убегает. Что хотел вам рассказать. Ночка была веселенькой. Исходя из той ситуации, которая у нас есть, она очень кашляет, и кашель начинается, когда она ложится спать. Я думаю, что от положения лежа у нее вот это все воспаляется. Мама пришла, дай маме телефон. Давай кнопочку, молодец. Вот это хорошо, когда ей чей-то телефон говоришь, дай, вот она берет мой, мне дает, маме не дает, а мамин телефон дает маме, мне не дает. Да, и она, когда положение лежа принимает, воспаление как-то усиляется, и она начинает кашлять. Не воспаление, просто сопельки скатываются по горле и раздражают слизистую, понимаешь? Сказать могу, но запомнить не могу. И было принято решение, что давай, заходи, будем Вову делать. Заходи, будем Вову делать. Было принято решение, что мы за Самантой будем смотреть ночью по очереди, по сменам. Иди покажи, что ты забрала. Маленький хулиганчик. И она... Покажи зрителям, что ты забрала. Иди сюда, иди ко мне. Не туда, а сюда, ко мне. Иди, папа кое-что покажет тебе. Смотри, башню делаем, башню делаем. Строить, а Вот папа это забрала, будет а сейчас плачет. Иди покажись. И мы смотрели за нею по очереди, по сменам, так называемым, до 4 часов я сидел. Давай слушай, Баш. До 8 должна была сидеть Танюшка, но она более-менее нормально лежала до 4, не вставала. Просто иногда нужно было ей сосю давать, или там она когда просыпается, садится, водичку давать. И это была единственная, так скажем, помеха. А после 4 она нормально спала, и я решил, что Танюшка тоже пусть спит. Я Танюшу не будил и чуть больше времени, так скажем, следил за Самантой всю ночь. И сейчас проснулся, она прям игривая, хорошая такая, нету кашля, по крайней мере, я не слышал. Скандалистка, я бы Просто скандалистка. Сейчас стоит, сидит. Иди покажись, смотри, что папа дает. Иди возьми. На, возьми. Вот. Личико, посмотрите, довольная. Вот, бери. Папа, когда говорит, папа дает тебе. Она видела, это крышка от камеры, как я закрываю. Она видела и постоянно двигается к этой камере. Все. Мама что-то хочет рассказать, я тебя сейчас беру и маму даю. Идем, посмотрим. А я хотела рассказать, что с вечера, когда она начала так сильно кашлять, это было еще часов там 11, мы еще даже не ложились спать. И дай ей ту капусточку, зай, что на противне. Я понимаю, что надо что-то делать. Она прям кашляет таким сухим кашлем, задыхающимся. Я уже быстро, я и до этого там открыла искусственный интеллект и прочитала, что надо делать. В общем, надо, оказывается, ее сажать, чтобы вот это все, вот эта слизь ее не давила и не душила. Короче, начала просто выполнять все. Вот так мы и сделали. Начали давать теплый чай из ромашки. Заранее у нас там заварили. Вот она попила этого чаечка, и, если честно, она легла, и более-менее как-то все приутихло. То есть реально вот теплое, даже в принципе там он рекомендовал давать там молоко с медом, но я не знаю. Я до этого начиталась, что мед давать до 3 лет нежелательно, потому что может вызвать еще, не дай бог, там одну страшную болезнь. Поэтому мы как-то хотим обойтись без меда. Вот теплая водичка, если нету даже чая ромашкового, у нас есть хороший прям такой натуральный чай из ромашечек, из Джермука привезен. Поэтому этим чаечком давай туда-сюда ее отпаивать. Она попила и заснула. А еще рекомендации и это были сильно хорошо увлажнить комнату. Тоже мы всегда перед сном проветриваем комнату, там вроде бы все хорошо. Но когда сейчас такая вот сухость, надо было сделать
Зая, я хотела... Ну, уже не пойдем на улицу, уже 20 минут, уже делай. Хотела с ней выйти еще, потому что вот это когда... Я с ней сейчас с 8 утра, с 7:30, и когда она столько времени дома, вот она начинает уже вредничать, искать, чтобы такое плохое сделать, потому что ей тупо становится скучно вот в этих стенах. Ее надо выводить на улицу. Ах, сказал, давай то сделаем, давай то сделаем, давай то сделаем. И так мы, короче, и не вышли. Ну ладно, выйдем уже после обеда. Так мы обычно 2 раза гуляем. И что я дальше начала делать? Принесла вот такой тазик воды, поставила возле кроватки. Ну, это все просто по указаниям ИИ, можно так сказать. Начала смачивать сильно полотенце, одно на батарею, одно ей на кроватку повесила с другой стороны, одно еще там на шкаф, чтобы типа была влажность очень сильная в комнате. И как-то тфу-тфу-тфу, вот так она и потом, ну вот, Ак до 4 с ней был, я долго не могла заснуть, я еще слушала, ходила к ним, ходила, он говорит, да ложись, я не лягу, не засну, успокойся, потому что, естественно, вот этот сухой кашель может привести к тяжелым, не дай бог, ситуациям. Там, короче, не буду ничего рассказывать, то, что я там прочитала. Такого не будет, не дай бог, ни у кого, ни с каким ребеночком. Но все же, то есть это очень страшно, и от этого надо быть застрахованным. Поэтому я, честно говоря, боялась спать, но Акоп не спал. А потом она перестала кашлять, и вот так, слава богу, все, и ночка эта прошла. Надеемся... Завтра будет легче. А так вообще, если честно, сопли ручьем. Просто ручьем. Так. А еще мы записываем уже на новую камеру. Супер классно, очень классный обзор. Все, я ушла. Обзорчик. Сэмми, ну классно же мама сказала. Ой, подожди, она вот этой кофточки вообще просто. Ты вот это ей закидывал за шиворот? Ой, все. Вот слышали, да, как она кашляет? Мама, да, ты говоришь? Короче, Танюшка что-то тут намутила. Сделала капусту морскую, цветную морскую капусту. Сыр и что-то там сверху. Что там такое? Морская капуста. И маленькая... Ну серьезно, она даже не ест, я знаю, там сыр вижу и что еще сверху. Это просто капуста в духовке в кляре. Это я сделаю на своем канале, покажу рецепт. На твоем канале не сделаю. Твой канал упала. Нет, Возьми, выкинула. ешь. Дай другой, пожалуйста. Она любит у нас цветную капусту и вообще всякие разные полезности мы стараемся давать. Только не кидай капусточку. Мама тоже кушает. Папа только у нас такое не кушает. Но мы заставим папу, да? Потихоньку заставим папу. Скажи, папа, куда денется, бедный папа? Уже кушает. Что там кушает? Я уже выпил. Еще пей воду. Знаете, даже не дает есть. Говорит, на, пей воду и молчи. Зачем тебе есть? Не выплевывай, ты выплюнула сейчас типа тайком. А тут сыр, Саманта. Тут сыр. Да, тут сырок есть, а ты выплюнула. Вот именно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрит в глаза и выкидывает. Дай сюда. Не надо кидать на пол. Смотрит просто в глаза и выкидывает на пол. Ну, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В общем, друзья, хочу рассказать еще за педиатра. Я не знаю, как на это реагировать, это там хорошо или плохо, или сейчас уже кругом такая медицина, может быть. Просто нам не с чем сравнить, типа, как в других странах педиатры ведут себя или рекомендуют что-то, или как относятся к детям. У нас первый ребенок, у нас все впервые, и это все у нас происходит еще и в чужой стране, где, естественно, языковой барьер и все такое прочее. Вчера мы вот это там со 2-го раза туда попали, все получилось так, что врач наша на самом деле не смогла ее не послушать нормально, потому что Саманта вытворяет просто что-то нереальное у врачей, она начинает истерически кричать, ее невозможно послушать, надо больше времени для этого, чтобы ее заиграть там туда-сюда, я не знаю, как ее уже мы должны подготавливать, мы с ней с самого утра говорили, что идем к врачу, прикладывали вот эту слушалку такую, типа, что доктор одевает там
И в больнице 2 раза играли там. Ну, в общем, пока что она этого очень боится. Мы ее, короче, доктор положила на кушетку, Акоп держит за ручки, я за ножки. Эта медсестра еще сверху держит, и она ее слушает, да. Она ее слушает и послушать не может, потому что это вот так вырывается, извивается, кричит. Мы пробовали ее на руках, вот так на себе. Она все равно кричит, короче, я так понимаю, доктор вообще ничего там не поняла про нее и не стала сильно заморачиваться дальше, потому что реально ребенок стрессует, то есть это с этой стороны, наверное, правильно она сделала, что она остановилась. Потом она попыталась горлышко посмотреть, она туда, это, естественно, кричит, орет, вырывается. Я тоже хотела заглянуть в это горло, так я и не успела, это все произошло секунду времени. Я буду говорить, как я хочу, долго. Я говорю, рассказываю подробно. На своем канале. О мой господин. Сейчас хотел сказать, не кричи, спокойно. Все вот это обследование происходит у нас там 1,5 минуты. Она начинает говорить, что вы хотите, типа, что вам выписать. Я говорю, а я перед тем Аку сказала, что я хочу именно в сиропе от кашля, потому что сиропчик, насколько я знаю по своим взрослым деткам моей сестры, что сиропы дети пьют намного лучше, легче. Они сладенькие, они хорошо работают. Акоп пытается ей объяснить, что сироп, сказать, она не понимает в чем. Я ей через искусственный интеллект пишу, типа, детский сироп. И этот искусственный интеллект выдает мне сразу же с картинками, он знает всю мою историю, я все там у него спрашиваю. И он выдает с картинками уже, типа, для годовалого ребенка, что купить в Германии. И вот первый из сиропов, зайчик, вот эту коробку дай. И вот первый, типа, про спан вот этот выскакивает. Она говорит, а, вам вот это, типа, что на картинке? Я говорю, нет, нам не обязательно это. Вы сами решите, посмотрите на ребенка, если надо, там, типа, еще раз посмотрите, поставьте диагноз, и вы сами, дайте, припишите мне. Я не могу слушать искусственного интеллекта, и зачем я тогда к тебе пришла, к доктору? Она говорит, то какой, короче, типа, покажи мне, если не этот, что вот этот с картинки. Ты чего расстроилась? Что случилось? А что случилось? Ты что, глазки кто-то затер? Ну, дай сёсю. Смотри, папа тебе тарелочку положил. У тебя своя тарелочка? Ты что? Сопельки полетели ручьем. Сосю ей дай на 2 секунды. Сосю забыли. Сося, если не тут, то у тебя в комнате на диване 2 соси. Или возле ее кроватки 2 соси. Ой, боже, мне эти слезы ее так тяжело даются, это просто кошмар какой-то. В общем, я начинаю ей говорить, вы решите и назначьте нам лекарства, которые вы считаете нужным. Мы же к врачу пришли. Она опять мне показывает, какую картинку, покажи. Там, короче, искусственный интеллект дает 3 варианта. А я ж, типа, не подготовилась, не прочитала, не выбрала. Я говорю, я не знаю. Она берет, типа, вот это, хорошо, вот этот, типа, приписывает нам вот этот первый. Потом мы говорим капли в нос она тоже приписывает сама уже без нас. Ну и типа от температуры тоже я ей сказала, давайте в этом, в сиропе, господи, голова разболелась, простите. Вот это сами расплачется, и я, короче, беру это все близко к сердцу. Эх. Я из-за этого очень как-то психанула, расстроилась. Давай ее тут же спрашивать, то какой у нас диагноз? У нас вирус, или у нас ОРВИ, или у нас простуда? Это что, типа? Она говорит, я не знаю. Я говорю, в смысле вы не знаете? Ну, а нам от чего вот эти лекарства давать? Ну, короче, ребята, я такая оттуда вышла, вообще просто никакая. Я понимаю, что мне надо прийти сейчас домой, садиться реально в этот искусственный интеллект, описывать ему все как есть, все наши симптомы, звонить маме, одной, второй, звонить сестре, и вот просто уже на обум, собирая через них информацию, сделать какие-то выводы. Что я еще понимаю? Через искусственный интеллект я начинаю изучать вот это лекарство, которое из фонаря он выдал. То есть там я сказала, что кашель, типа, дайте сироп от кашля. Вот он и написал сироп от кашля. А потом дальше он, типа, я ему задаю, типа, это от какого кашля? От сухого или от мокрого? Он говорит, что это от мокрого кашля. И если у ребенка сухой кашель, то ни в коем случае этот проспан не давать. Представьте, то есть, а у нее вот такой сухой кашель, и аж в конце чуть-чуть мокрый. И в принципе, когда... Тарелочка своя. Вау, папа!
И в принципе, когда мы были у врача, то первое, что должен был выяснить врач, это какой кашель и от какого кашля приписать, потому что, ну, то есть это две разновидности, и это вообще очень страшно, потому что от кашля дети, не дай бог, задыхаются. Молодец. И все, я навозмущалась. На. Вот У нас, такая слава у нас была богу, все история. хорошо. Каша мокрая уже, я четко слышу. Да не мокрый он. Не мокрый. Я тебе докажу. Насыпь, пожалуйста, еду. Приятного аппетита нам. Сегодня 1 мая. Всех поздравляем с праздником. С первым днем мая. Это первый день лета, да, получается? С первым днем лета. Сегодня день ребенка. И с днем ребенка. Я не знал, что сегодня день ребенка, Танюша мне крикнула. Ну, так как ты встала, иди за Самантой. Так я и делаю. Молодец. А она пошла, как обычно, в аттракционы. Она идет в аттракционы, Зая. Погода шикарная. Просто радость. В каком-то современном мире оказались. Смотрите, что за чудо-транспорт. Я не знаю, это что, даже такой велосипед или что. За рулем там взрослый мужик. Ну, лет точно плюс 40. И он гоняет на этой своей. Походу оно электрическое. И вот так возле фонтанчика сидим. Самантик где-то бегает с мамой. А я вот их вижу, они вдалеке. Самантик несется, прям ищет возвышенность, чтобы подняться, какие-то преграды. Ей скучно. Просто ходить, смотреть. Ей хочется реально какие-то преграды. Она не хочет ни с кем общаться. Сейчас увидели каких-то других девочек, маленьких, ее же возраста. Подошли они знакомиться, она прям посмотрела так и побежала. Типа, мне это не интересно, мне хочется какого-то препятствия, каких-то заданий, чтобы сделать. Вот смотрите, опускаем, и она такая чик, пошла. Пошла. Не боится ничего, никого, Ну, просто а зачем себе бояться? гоняет. Зачем бояться? Зачем бояться? Хоп. Тут машин нету, следи за ней тогда. Или давай, я буду следить, коляску возьми, пожалуйста. И вот так побежали. Сейчас, хоп, о, как мы уже поднимаемся. Смотрите, смотрите, она просто поняла, что тут уже ей можно. И такая, хоп. Все, препятствие просто ищет, чтобы подниматься и опускаться. Сейчас тут может упасть. Нет, скажи, пап, какой упасть? Я тут могу упасть, на ровном. Давай, вставай. Давай, ладно, поможем, потому что ты в белом. Зай, дашь я тоже что-то еще скажу? А я, ребят, хочу сказать, что сегодня не день защитника ребенка и не первый день лета, и все, с чем мы вас поздравили, это чуть-чуть не так. Просто я мама в декрете, вот и все, я туплю полным ходом. Меня, причем я Аку говорю, сегодня день защитника ребенка. Он говорит, а что, первый день лета? Я говорю, да, 1 мая. И утверждаю ему, что это первый день лета. Потом, короче, я ему говорю, закинь фотки в посты, там, типа, он уже начал закидывать и пошел бегать за Самантиком. А я лежу на лавке и скидываю своей сестре, и там у меня семейка группа, скидываю им поздравления. Я говорю, детки, всех поздравляю с Днем защитника ребенка. Юля говорит, моя сестра родная, говорит, Таня, ничего, что это через месяц? Я говорю, в смысле через месяц? Я говорю, и лето через месяц? Она говорит, да, и лето через месяц. Ну, короче, не удивляйтесь, такое бывает, когда ты в декрете. И самое главное, что я так убедительно это сказала, что аж папа наш поверил. Папа во все верит, что ты говоришь. Ура! Ура! Кнопка! Смотри на меня. Привет, маши всем привет. Привет! Аплодисменты. Хоть на Аплодисменты, скажи. Еще давай. Аплодисменты. И хоть у нас 20 градусов жары, но мы шапку не снимаем. Да. Скажи, папу любишь? Папу любишь? Маму любишь? Не дам, не дам. Любишь? Да. Это... Она не понимает, что ты ей в лицо этим тыкаешь. Она же не знает, что это микрофон, в него надо говорить. Да? Я думал, она знает. Давай ей рассказывай. вот ты Она думает, умничка. что его надо или нюхать, или кусать. Да. Это же ребеночек. Вот ты умничка. Прогулка была хорошая, настроение у Саманты классное, хорошее, но кашель еще не прошла и сопли есть. В любом случае, мы решение приняли, что
Сироп, который прописал доктор, мы не будем давать, потому что... Доктор приписал, это ИИ приписал. И прописал, а доктор нам расписал, и мы взяли этот сироп. Мы не будем давать, потому что от сиропа очень много отзывов, что нехорошо. Будем стараться максимально убрать сопли, а от этого уже ей будет лучше. Ночка опять же была такая же, как и первая. Она спит неспокойно, кашляет, просыпается. И вот это повторяется уже третью ночь. Ой, не знаю, что с вами. Или четвертая ночь. Мы уже запутались, потеряли счет. Очень надеемся, что сегодня уже ночка будет гораздо лучше, чем прошлая. Все, друзья. Всем спасибо, что досмотрели это видео. Не забудьте про лайк, про комментарии и про подписку, которая нам очень-очень сильно помогает. Вы были на канале Свеканям Family. Пока-пока.